Слава Украине, привет всем от Полонского. Вы знаете, Трамп так пытается заносить Путлеру попу на поворотах, что иногда просто становится смешно и мерзко, или мерзко и смешно. Ну, честно говоря, я не знаю, даже может и не смешно. Тут уже плакать пора. Прежде всего американцам, потому что это вам с ними жить, с этим товарищем жить. Мы-то что? Он сейчас, как говорится, выйдет из переговорного процесса, сольет воду, и мы будем только видеть его, знаете, смотреть мультфильм «Симпсоны» и ржать над ним. А вам с этим жить. Он вам страну строит, он вам построит, конечно, да. Да, так вот он, помните, как после удара по Сумам, когда путинские фашисты ударили по городу среди бела дня, по людям, идущим в церковь, по людям, которые просто прогуливаются, все мы это прекрасно помним, сколько погибших гражданских. Вот. Путин сегодня признался в том, что они намеренно это сделали, не было никакой ошибки, это был намеренный удар по Конгресс-холлу, где они получили данные о том, что там проходит награждение. Самое интересное, что по тем, кто награждался, они не попали, зато удачно попали по гражданским. Ну, как обычно рашисты и делают. Да, то есть Путин абсолютно спокойно сегодня прямым текстом одному из пропагандистов, который брал у него интервью, взял и, как говорится, выдал всю эту подноготную. А помните, что говорил Трамп? Они совершили ошибку, это ошибка. Ну как же, это ж друг Владимир не мог этого совершить. Вы что? Вы что, это же друг Владимир. Нам с ним еще дил делать, сделку. Кстати, с кем ты собрался дил сделать? С какой из копий, Трамп? С какой из копий Путина ты хочешь дил делать? Их там 4 штуки в общем случае. Как ты там собрался с ними этот дил делать и проводить, да? Учитывая, что особенно товарищ вообще нелегитимный и не президент. Ну, это тема отдельного ролика, да? Вот, но просто вот это вот блеяние перед Путиным, вот это вот запредельное какое-то, я не знаю, знаете, такое впечатление, что Путин у Трампа начальник, а Трамп у него подчиненный и зависимый, да, и он просто лебезит постоянно, заглядывает Путину в глаза. Всех остальных он шмырит, посмотрите. А перед Путиным он блеет, как букашечка, как таракашечка, как какашечка. Да. Вот. А вот перед остальными он показывает себя как хамло. И вот, в частности, перед Японией. Я уже не знаю, кого из союзников бывших Соединенных Штатов, я уже говорю бывших, потому что я уже не знаю, как расценивать это все дело. Да, он еще не оскорбил и не унизил, но вот Японию в том числе. И это интересно, что проходила встреча между японскими и американскими парламентариями, где они хотели было выработать, а также бизнесменами, да, там люди бизнеса были. Короче, абсолютный топ, японцы и США. Где Трамп надеялся, что они выработают какую-то общую позицию в плане тарифов, что японцы пойдут на попятную, схавают американские тарифы, подчинятся и, как говорится, расслабятся и попытаются получить удовольствие. Нифига не вышло. Я вот вывесил на телеграм-канале, ссылка внизу в описании к данному ролику, как там даже пишут следующую вещь. Я перевожу сразу. Японский депутат набросился на Трампа во время торговой встречи, которая, как ожидал Трамп, должна была привести к соглашению. Это сами американцы пишут, не японцы. И там просто дальше прилеплено это видео с выступающим японцем. Итак, Синдзи Агума из Конституционно-демократической партии обрушился с критикой на тарифы, назвав их вымогательством со стороны правонарушителя. То есть фактически он обвинил Трампа, что Трамп ракетир, вымогатель. Ну как по-другому? Это абсолютно сказано было действительно такими словами. Слово ракетир он не употреблял, но слово вымогательство и правонарушитель, имея в виду криминала, да, употребил. Видео с этим депутатом я тоже, как говорится, сюда леплю с тем, чтобы никто не говорил, что я это выдумал. Если уже японцы, которые, знаете, сдержаны, тем паче японские политики, сдержаны на внешней арене, между собой они, конечно, чубытись там могут, но что касается на заграницу, работают, ну, более-менее спокойно, выдержанно, аргументированно, то вот Трамп даже их вывел, понимаете, даже их вывел из равновесия, что
они в результате просто набросились на него и чуть не покусали. То есть с Японией, да, и, кстати, министр иностранных дел Японии тоже сказал такую очень интересную вещь. У меня сейчас нет цитаты, но я его послушал, смысл передам довольно точно, понимаете? Весь, значит, смысл, и, кстати, некоторые депутаты японского парламента тоже самое говорили. Смысл следующий, что если вы будете потурать вымогателю, который у вас требует деньги, которые вы ему не должны, то вы не добьетесь того, что он от вас отстанет. Вы просто добьетесь того, что он, поняв свою безнаказанность, будет и дальше у вас вымогать деньги. Это касается и Украины в том числе. Это не только Японии касается, это касается любой страны. Поэтому Япония не будет спешить, как он сказал, подписывать никаких новых тарифов, каких-то договоров. Что там сказал Трамп? 90 договоров за 90 дней, но уже 10 дней прошло. Сколько договоров? Правильно, 0. Все еще 0. Да, и никто не собирается ничего подписывать. Все, знаете, сидят и ждут 89-го дня. Сидят, так вот и посмотрят на морду Трампа, как он будет рассказывать, почему у него 0,1 подписанных дилов. Не, ну, возможно, будет Зимбабве. Я говорил, Зимбабве там вот на этом самом, на краю того, чтобы подписать. Да. А все остальные сидят смотрят. Говорят, Восточный Тимор тоже, да, такой крупный экономический партнер. Вот Восточный Тимор тоже, может быть, подпишет, но это не точно, да. Еще идут разговоры о том, что, может быть, подпишет Вануату. Вануату, может быть, подпишет. Вот. Но они, скорее всего, подписать не смогут, потому что у них нет денег на билеты, чтобы долететь в США. Вот. Единственное, сказали, что пингвины вот с острова Макдональда они точно подпишут. Вот. Но они писать не умеют. А так все остальные обязательно. Ну, понимаете, да? То есть Трамп вот этой вот 90-дневной глупостью сам себя посадил в лужу. Ну, в общем-то, ему не привыкать, он постоянно, он из этой лужи, он просто, знаешь, как говорится, только позу меняет, не выходя из лужи постоянно. Я, знаете, еще один момент такой посмотрел, очень интересный, это что он сделал с туризмом американским, точнее, иностранным туризмом, который заходит в США, да? Боже мой, ну, погром просто-напросто. Значит, аналитики, американские же, отмечают, что в этом году, благодаря этой политике Трампа, то, что он сейчас делает с мигрантами, американская туристическая отрасль потеряет минимум 90 миллиардов долларов. Да, из-за того, что туда не доедут туристы. Сумасшедшее падение по туризму из самых, скажем так, стран, из тех стран, которые давали наибольшую выручку Соединенным Штатам Америки. Это Канада, это Германия. Особенно, ну, Канада, там вообще более 70% падения. Там вообще туризм как таковой он практически прекратился. Едут только те, у кого остались какие-то бизнес-дела, либо же родственники. К родственникам едут, очень многих родственники, это понятно. Вот это 30% те, что остались. Даже, по-моему, там на 75% падения. Соответственно, те, у кого родственники, они продолжают ездить. Это учтите, это падение букингов в гостиницах, это падение перевозок, это падение да, всего чего угодно, да. То есть теряют работу очень многие люди. Вот. Из Германии там уже порядка 40% отказов идет. То есть люди просто отказываются от туров, которые они запланировали до этого. Почему они так поступают? Ну, все абсолютно очевидно. Уже есть несколько таких крайне мерзких случаев, когда немцев, граждан Германии, просто-напросто отправляли в тюрьму прямо с таможни. Почему? Они ничего не сделали, они просто приехали как туристы. Там одного отправили в тюрьму, ну ненадолго, там, на какой-то срок, но елки-палки, человек приехал туристом, у него не было букинга в гостинице, его отсылают в тюрьму. Двух барышень, которые прилетели, по-моему, из Новой Зеландии в Гонолулу, направили в тюрьму. Это бэкпакинги, знаете, вот эти вот девочки, мальчики, которые ходят пешком по определенной стране с рюкзачком, пользуются автостопом. Да, они не бог весть какие там денежные туристы, но учитывая их количество, и учитывая, что им все равно надо где-то ночевать, и надо что-то кушать, то в общем количестве они приносят миллионы и миллионы долларов, даже вот эти с рюкзачками. А их взяли, значит, в тюрьму, там две барышни были немки, они вообще далеки от этой политики. Какая политика, какой что? Они пришли потопать по Соединенным Штатам Америки направо-налево, сесть на самолет и улететь. Все. Ну вот это был последний раз, когда они туда пытались поехать.
Люди просто боятся, потому что они думают, ну, сначала как бы никто об этом не думал, а сейчас уже люди просто начинают смотреть, ведь ведь он высылает сейчас, например, без суда и следствия венесуэльцев в тюрьму в Сальвадоре. Почему в тюрьму в Сальвадоре? Есть Венесуэла. Чпонь и туда послал, если ты считаешь, что он заехал без надлежащих документов. Хотя, опять-таки, без надлежащих документов. Ну как это без надлежащих документов, если это люди проходили через американскую границу, их встречали американские пограничники, им подгоняли американские автобусы, садили их в американские автобусы, давали им мобильные телефоны и централизованно отправляли. Это по разным штатам. Это, скажите мне, это нелегалы? А кто это тогда делал? Это кто? Господь Бог встречал в форме пограничников, там полиция, там автобусы, это нелегалы называется. Вот. И получается сейчас, что этих отправляют в тюрьму, вместо того, чтобы, окей, у него там, допустим, есть криминал рекорды, или там у него есть, он с вашей точки зрения зашел в страну неправильно, абсолютно очевидно, что он из Венесуэлы, самолет, Венесуэла, Каракас, все. Почему тюрьма в Сан-Сальвадоре? Откуда человек вообще может не войти никогда в жизни. И если немцы, и англичане и так далее, раньше это не привязывали и не связывали с собой, то после случаев, которые проходят на границе с теми странами, у которых безвизовый въезд в США, они начинают крутить у виска, говорят, да не, ребята, вы что, нафиг оно нам надо? Это ж просто это какой-то ГУЛАГ или что это такое. Мы поедем куда-то в другое место, потратим наши денежки. Это уже массовое явление. Да. И вот насчет, кстати, вот этого вот ГУЛАГа. ГУЛАГ был при ком? При Сталине. Сталин был кем? Диктатором. Диктатура это своего рода секта. Диктатура, да, друзья мои, это секта, где вот очень часто, вот в случае с Советским Союзом, Бога заменял кто? Вождь, Сталин был Богом, да? Сталин был Богом, вот все ему перед ним там ниц падали, он такой великий, он солнцеподобный, солнцеликий, у него даже задница солнцеликая, да, вот. И кого это напоминает? Я сейчас на телеграм-канале вывесил видео, где на Трампа молятся сектанты, не сектанты. Ну кто это такие? Вот посмотрите внизу в описании к данному ролику, ссылочка. Вот. Молятся, держат его ручкой, читают молитвы, твою дивизию. Такого даже у Сталина не было. Вы чего? Такого, по-моему, даже у Ким Чен Ына не было. Это абсолютная секта и сектанты, верящие в непогрешимость своего шестикратно обанкроченного повелителя с замечательной шевелюрой непонятного цвета и, опять-таки, физиономией такого же непонятного цвета. Но елки-палки, это разве не секта? Это 100% секта. И тогда действительно вот, вот люди смотрят, говорят, стоп. Мы туда лучше не поедем. Мы хотели в Штаты, кстати, очень многие из Европы сейчас, из практически всех евросоюзных стран, люди меняют трип из США, правильно, на Канаду. Канада, где нормальное правительство, где люди с нормальными лицами у власти, где у власти люди с высшим образованием, где нету каких-то, я не знаю, пещерных каких-то бармалеев, которые неизвестно чем занимаются. Кто хочет в Америку, можно поехать в Канаду. Зачем ехать в США? Они и не едут сейчас. А это сейчас... Это уже, знаете, это уже такой мейнстрим даже становится. Во-первых, это даже оскорбительно для тебя ехать в ту страну, из которой тебя оскорбляют, унижают, вводят тебе какие-то идиотские тарифы, препоны на границе, угрозы. Причем этот Трамп, он еще, знаете, он обо всех говорит, зад ему будут целовать, да, вот тот зад, который он сидит на самом деле в луже, ему зад должен, это же его слова, это не Полонского слова. Говорит, они меня все, говорит, в сраку поцелуют. Ну, елки-палки, и после этого ты думаешь, что к тебе поедут люди? Нет, к тебе поедут только вот товарищи из Венесуэлы, которым вот эти сентименты все равно. Вот им все равно, вот такие туристы будут ехать еще, все еще. А из Германии, из Испании, из Великобритании ехать не будут. Ну, потому что они, извините меня, сраки целовать не умеют.